BTS, премия Грэмми и главный вопрос вокруг категории «Азиатская поп-музыка», группа BTS снова в центре внимания. Однако на этот раз причина не в получении награды и не в отсутствии номинации. Внимание приковано к решению, которое озадачило многих. BTS решили не выдвигать свои работы на соискание премии Грэмми 2027 года. Это решение вызывает особый интерес, поскольку оно совпало с появлением новой категории «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». В результате у фанатов и музыкальных обозревателей возник важный вопрос: дистанцируется ли BTS от Грэмми? Или же здесь кроется более глубокий смысл, касающийся того, как мировая музыкальная индустрия воспринимает азиатскую музыку? Прежде чем делать выводы, важно помнить, было бы неверно утверждать, что BTS воюет с Грэмми. Насколько известно, группа не выступала с прямым отказом от премии как института и не критиковала открыто категорию «Азиатская поп-музыка». Известно лишь, что BTS решили не подавать заявки на участие, и это решение спровоцировало широкую дискуссию. Решение, вызывающее вопросы, на протяжении многих лет Грэмми остается одной из самых престижных музыкальных наград в мире. У BTS долгая история отношений с этой премией. Они выступали на сцене Грэмми, получали номинации и, будучи корейской группой, сыграли ключевую роль в том, чтобы сделать поп важной частью диалога в американской музыкальной индустрии. На этом фоне решение не выдвигать работы на премию 2027 года, безусловно, заслуживает внимания. Но значит ли это, что BTS больше не нуждаются в Грэмми? Вовсе нет. Эта премия по-прежнему имеет огромную ценность для многих музыкантов, номинации и победы могут стать важными вехами в карьере. Однако успех артиста не определяется одной лишь статуэткой. BTS годами формировали свою аудиторию по всему миру. Их музыка преодолевает границы стран, языков и культур. Они доказали, что группа из Южной Кореи может быть частью глобального музыкального процесса, не теряя при этом своей самобытности. Поэтому, возможно, более уместный вопрос звучит не «нужна ли BTS премия Грэмми», а в какой степени Грэмми определяет нынешний успех BTS. Ответ на него, разумеется, у каждого свой. Так почему же категория «Азиатская поп-музыка» Asian Pop привлекает к себе внимание? Именно здесь вопрос становится особенно интересным. Академия звукозаписи ввела новую категорию, чтобы создать пространство для признания азиатской поп-музыки. Проще говоря, такую категорию можно рассматривать как форму признания. Азиатская музыка стремительно развивается. У К-поп есть поклонники на разных континентах, и поп продолжает привлекать международное внимание, а Ц-поп охватывает огромный рынок. Не говоря уже о музыкальной индустрии других азиатских стран, которая все чаще выходит на глобальную аудиторию благодаря цифровым платформам. С этой точки зрения появление категории «Азиатская поп-музыка» может свидетельствовать о растущем признании музыки из Азии. Однако возникает и другой вопрос: всегда ли наличие отдельной категории означает равенство? Ответ на него не так уж прост. С одной стороны, специализированные категории создают возможности для артистов и жанров, которые в ином случае могли бы остаться без должного внимания. С другой стороны, возникает вопрос, имеют ли эти артисты равные шансы на конкуренцию в основных категориях. Это вовсе не означает, что категория «Азиатская поп-музыка» – явление негативное, специализированные и общие категории вполне могут сосуществовать. Более сложная задача состоит в том, чтобы система присуждения наград обеспечивала роль такой категории, как звездочка дополнительного пути звездочка к успеху, а не как барьера, вечно загоняющего музыку конкретного региона в одни и те же рамки. BTS и вопрос музыкальных границ. Группа BTS служит ярким примером для обсуждения этой темы. Их корейская идентичность – неотъемлемая часть их творческого пути, они исполняют множество песен на корейском языке и знакомят международную аудиторию с корейской культурой. И в то же время их музыка нашла отклик у слушателей по всему миру. У них также есть англоязычные работы, и они сотрудничали с различными международными музыкантами. Это подчеркивает важный момент: культурная идентичность и глобальный статус артиста не обязательно должны быть взаимоисключающими.
BTS не нужно отказываться от своей корейской идентичности, чтобы завоевать мировое признание. На самом деле, эта идентичность является источником их силы. Следовательно, всякий раз, когда речь заходит о музыке, преодолевающей языковые или региональные границы, BTS, естественно, выделяются как яркий пример. Представьте себе концерт BTS, тысячи, даже десятки тысяч людей заполняют стадион. Они из разных стран, говорят на разных языках и представляют разные культуры. И все же, когда играет музыка, они поют в унисон. В этом сила музыки, песне не нужен паспорт, чтобы тронуть сердце слушателей. Категории K-pop на других премиях. Споры о конкретных категориях не новы, несколько международных музыкальных премий ранее включали категории, связанные с K-pop, и BTS даже получали награды в них. С одной стороны, такие достижения подтверждают, что K-pop занял место на международной музыкальной сцене. Однако возникает более широкий вопрос: если артист уже обладает глобальным влиянием, должна ли региональная идентичность оставаться основным отличительным фактором? Этот вопрос выходит за рамки BTS. Музыкальный ландшафт изменился. Сегодня песня на корейском языке может стать хитом в Соединенных Штатах, а трек на японском языке найдет свою аудиторию в Европе. Музыка из Юго-Восточной Азии может распространяться по всему миру через социальные сети и стриминговые платформы, а трансграничное сотрудничество становится все более простым. Певец может быть родом из Азии, работать с американским продюсером и европейскими авторами песен, и впоследствии его услышат миллионы людей по всему миру. Традиционные границы в музыкальной индустрии размываются. Что же тогда должно служить основой для оценки? Язык, страна происхождения, жанр или качество и влияние самой музыки? А что насчет предположений относительно Китая? Дискуссии об азиатской поп-музыке часто порождают предположения о китайском рынке и росте поп. Однако этот аспект требует осторожного подхода. Нет веских оснований сразу же заключить, что категория была создана исключительно в интересах одной страны. Логичнее обсудить эволюцию азиатской музыки в целом. К-поп растет, и поп растет, с-поп растет, как и музыка из других азиатских стран. Следовательно, повышенное внимание международной музыкальной индустрии к азиатскому рынку вполне объяснимо. Тем не менее, мы должны различать факты и предположения. Без четких доказательств привязка категории к определенной повестке дня лишь отвлекает от главного вопроса: как музыка из разных регионов может обеспечить себе равные возможности в глобальной музыкальной индустрии. Итак, отказываются ли BTS от премии Грэмми? Это самый часто задаваемый вопрос, и ответ на него требует нюансов. Хотя BTS действительно решили не подавать свои работы на премию Грэмми 2027 года, это не означает автоматически отказа от самой премии. Также неверно сразу же заключить, что это решение является актом неповиновения категории «азиатская поп-музыка». У общественности могут быть разные интерпретации, некоторые рассматривают это как проявление независимости. Другие видят в этом отражение системы награждений, а третьи могут считать это стратегическим или личным решением. Все подобные интерпретации открыты для обсуждения, однако мы должны четко различать то, что было сказано на самом деле, и то, что является лишь предположением. В конце концов, одно решение не всегда имеет одно значение. В конечном счете, эта история не только о BTS и не просто о новой категории. Это часть масштабного сдвига в мировой музыкальной индустрии. Азиатская музыка набирает силу, и азиатские артисты получают все большее признание. Глобальная аудитория становится более открытой к разнообразию языков и культур. По мере продолжения этой эволюции системы музыкальных наград столкнутся с новыми вопросами: остаются ли региональные и языковые категории лучшим решением? Или музыкальная индустрия должна стать более открытой, позволяя артистам конкурировать на основе качества своей работы, не будучи чрезмерно ограниченными своим происхождением или языком? Возможно, ответ не сводится к выбору одного из двух вариантов. Специальная категория может обеспечить пространство и представительство, но при этом должны сохраняться возможности участия и в более общих категориях.
Главное, чтобы система предоставляла равные шансы. Так дистанцируется ли BTS от Грэмми? Пока об этом говорить рано. Мы знаем лишь то, что группа решила не выдвигать свои работы на премию Грэмми 2027 года. Однако это решение вовсе не означает, что они выступают против премии или отвергают категорию «азиатская поп-музыка». На самом деле, куда интереснее вопросы, которые возникают следом. Как следует оценивать азиатскую музыку? Является ли отдельная категория признанием роста азиатской музыки? Или же будущее мировой музыки требует системы, открытой для всех артистов, без жестких ограничений по языковому или региональному признаку? BTS, возможно, не дают готовых ответов, но их решение вновь сделало эти вопросы предметом обсуждения. И, пожалуй, именно это самое важное в данной истории. Ведь музыке не нужен общий язык, чтобы объединять людей. Ей не требуется, чтобы исполнители были из одной страны, для того, чтобы вызывать схожие эмоции. И ей не всегда нужна награда, чтобы доказать свою значимость для миллионов слушателей. На протяжении многих лет BTS и ARMY демонстрируют, как корейская музыка может выйти за рамки своего происхождения. Теперь вопрос адресован музыкальной индустрии: будут ли системы присуждения наград развиваться так же стремительно, как музыка становится глобальной? Или музыка продолжит опережать категории, созданные для ее оценки? Что вы думаете, ARMY? Является ли категория «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки» позитивным признанием азиатской музыки? Или вы считаете, что у артистов мирового уровня должно быть больше возможностей для участия в основных категориях? Делитесь своими мыслями в комментариях. Пожалуйста, разграничивайте факты, аналитику и предположения. Давайте обсудим эволюцию мировой музыки с уважением к BTS, ARMY и музыкантам со всего мира. Увидимся в следующем видео.